Могли ли две ключевые фигуры BTS, Чингук и Тэхён, действительно осмелиться отвергнуть столь значимое решение руководства, как HYBE? Как этот отказ мог потрясти миллионы поклонников по всему миру всего за несколько часов? И почему эти слухи не только подняли серьезные вопросы, но и указали на обвинения в более серьезных проблемах, которые агентство так старательно скрывало? Эти вопросы теперь стали предметом публичного обсуждения, вызвав панику в мировом военном сообществе и открыв серьезные дебаты о будущем отношении между артистами и менеджментом южнокорейской индустрии развлечений. Слухи о том, что Чингук и Тэхён отвергают стратегическое решение HYBE, впервые появились на корейских форумах в начале этой недели, а затем быстро распространились в социальных сетях и международных СМИ. В течение нескольких часов хэштеги, связанные с этим вопросом, стали популярными по всему миру, демонстрируя, насколько чувствительна общественность к каждому шагу двух участников BTS. Хотя HYBE еще не опубликовали официальных разъяснений, обсуждение обострилось, породив различные спекуляции. Является ли эта проблема просто преувеличенным слухом или же это действительное отражение давних внутренних противоречий? Более того, предполагаемое неприятие Чингуком и Тэхёном решения HYBE считается необычным, поскольку отношения между артистами и агентствами в К-поп-индустрии, как правило, характеризуются абсолютным подчинением, строгими контрактами и редко подвергаемой сомнению лояльностью. Если эти два факта верны, это может стать крайне рискованным и историческим поворотным моментом в отношениях BTS с HYBE. Возникает фундаментальный вопрос: какое решение на самом деле побудило Чингука и Тэхёна занять позицию, которую можно считать вызовом авторитету? Несколько неофициальных сообщений предполагают, что рассматриваемое решение связано с направлением индивидуального продвижения двух участников, особенно в отношении приоритетов в расписании, сольных проектов и планов возвращения группы. Некоторые аналитики утверждают, что HYBE пытается сбалансировать важные бизнес-интересы, однако, с другой стороны, это может вызвать недовольство среди артистов. Чингук, известный как «Золотой магнит», и Тэхён, известный своим сценическим псевдонимом Ви и уникальной харизмой, имеют обширные международные фан-базы. Если оба считают, что решение руководства ограничивает их творческую свободу или личную карьеру, их отказ станет опасным сигналом для внутренних отношений. Кроме того, непрозрачная модель коммуникации между HYBE и общественностью также подвергается критике. Слишком часто важные решения объявляются без адекватных объяснений. Это явление создает впечатление, что даже артисты уровня BTS рассматриваются как корпоративные активы, а не как личности, обладающие свободой воли. Именно это делает слухи об отказе Чингука и Тэхёна все более правдоподобными в глазах многих поклонников. Однако остается главный вопрос: это просто медиастратегия, утечка информации или за блестящими выступлениями BTS скрывается реальная проблема? Более глубокий анализ показывает, что индустрия К-поп находится в критической фазе. Агентствам необходимо найти баланс между интересами бизнеса и требованиями творческой свободы для артистов. В этом контексте проблема с отказом – это не только внутренняя проблема, но и отражение структурной напряженности в корейской системе развлечений в целом. До сих пор общественность может задаваться вопросом, что же на самом деле скрывалось за этими слухами, как две ключевые фигуры BTS, давно известные своими тесными связями с агентством, могли вдруг, по сообщениям, отклонить стратегическое решение. Был ли отказ реальным или просто преувеличением? Тот факт, что эта проблема возникла в переходный период для BTS, когда некоторые участники все еще гастролировали, а другие активно работали над своими проектами, делает эту новость еще более чувствительной. На протяжении всей истории BTS практически не было публичных сообщений о проблемах с HYBE. Вместо этого они создали себе образ солидарности, сотрудничества и преданности между участниками группы и компанией. Однако этот последний слух подрывает этот образ. Он предполагает, что за грандиозными сценами и мировыми рекордами может скрываться реальная напряженность. Если это правда, то это проблема, не просто отрицание, а признак меняющейся расстановки сил. Многие наблюдатели предупреждают, что в индустрии К-поп действует совершенно иная система, чем в западной музыкальной индустрии. В Корее агентства – это не просто менеджеры, а организации, которые управляют практически всеми аспектами жизни артиста, от расписания и публичного имиджа до музыкального направления.
В этом контексте отказ от топового артиста может быть воспринят как редкий акт неповиновения. С другой стороны, общественность считает, что, учитывая глобальный масштаб BTS, простирающийся далеко за пределы Кореи, вполне естественно, что участники группы начнут требовать большей автономии. Когда эти слухи распространились, реакция фандома была взрывной. В социальных сетях появились тысячи постов с разными историями. Одни поверили правде, другие категорически ее отрицали, а третьи ждали официальных разъяснений от HYBE. Однако было ясно, что преобладают смешанные эмоции – беспокойство, гнев, грусть, смятение – все это смешалось воедино. Почему две такие любимые фигуры, Чингук и Тэхён, оказались в центре столь серьезной проблемы? На нескольких международных форумах армия даже запустила специальные хэштеги поддержки для двух участников группы. Эти хэштеги подчеркивали, что армия всегда будет поддерживать участников группы, а не руководство, несмотря ни на что. Это высказывание предполагает потенциальный переход от полной поддержки BTS как единого целого к HYBE. Теперь BTS как личности должны быть защищены от потенциальной корпоративной эксплуатации. Что еще более удивительно, несколько крупных фан-сайтов начали связывать эту проблему с предыдущими тенденциями. Они указывают на то, как внезапные решения HYBE в последние годы часто вызывали недоумение. Например, объявление о перерыве группы в 2022 году, которое удивило фанатов, или неравномерная расстановка приоритетов в нескольких сольных проектах, все это создало впечатление, что слухи об отказе не исключены. В настоящее время HYBE не отреагировала на эти слухи напрямую, молчание компании лишь подогревало слухи. В традиции индустрии развлечений молчание может быть истолковано как стратегия, направленная на то, чтобы замолчать слух, или просто как признак того, что что-то действительно происходит. Некоторые южнокорейские СМИ сообщили, что HYBE фактически завершает грандиозные планы по воссоединению BTS после их военной службы, сосредоточившись на монументальном мировом турне. Однако есть утверждение, что у некоторых участников группы другие приоритеты, особенно у тех, кто создал успешные сольные проекты с уникальными музыкальными стилями. Считается, что Чингук с его международной поп-музыкой и Тэхён с его джазовым и артистичным стилем имеют художественные видения, которые могут не всегда совпадать с коммерческой стратегией компании. Если это так, то столкновение между индивидуальными творческими интересами и деловыми интересами компании практически неизбежно. Проблема отказа – не просто слух, а конкретное отражение существующей динамики. Это явление на самом деле интересно для академического анализа. С точки зрения культур-социологии, случай BTS отражает столкновение институциональных структур и индивидуальной автономии. HYBE, как структура, стремится защищать корпоративные интересы с помощью сильной стратегии глобализации, монетизации и брендинга, в то время как Чингук и Тэхён, как личности с ярко выраженной творческой идентичностью, требуют пространства для более свободного самовыражения. Для интерпретации этого феномена можно использовать теорию социальных проблем Ральфа Дарендорфа. Любая структура власти в конечном итоге вызывает сопротивление со стороны тех, кого она контролирует. В данном случае HYBE олицетворяет власть, а Чингук и Тэхён представляют собой субъектов, начинающих требовать перераспределения власти. Проблема отторжения, хотя пока и не подтверждена фактами, может рассматриваться как отражение динамики проблемы. Международные СМИ быстро ее осознали. Несколько СМИ в США, Японии и Европе начали сообщать о слухах об отторжении с сенсационными заголовками, подчеркивая серьезность последствий, если два участника BTS действительно выступят против политики HYBE. Эти статьи даже связали эту проблему с глобальной тенденцией. Все больше кей-поп-артистов начинают пересматривать свои контракты. Ранее у нескольких других крупных групп также возникали споры с менеджментом, хотя не все они заканчивались открытой конфронтацией. В контексте глобализации к поп подобные проблемы символизируют перемены. Артисты больше не просто продукты, которыми нужно управлять, а субъекты, обладающие значительной переговорной силой на мировой сцене. Однако, несмотря на растущую волну слухов, многие ключевые вопросы остаются без ответа. Категорически ли отрицали это Чингук и Тэхён? Какое решение они приняли, чтобы отклонить это? Как отреагируют на ситуацию остальные участники? Предоставят ли HYBE разъяснения в ближайшее время или предпочтут позволить вопросу решиться самому?
Очевидно, что общественность все больше любопытствует, ARMY не только хотят знать, что происходит, но и хотят убедиться, что их кумиры не попадут в несправедливую ситуацию, и среди этой неопределенности за каждым шагом HYBE и BTS будут по-прежнему пристально следить миллионы глаз по всему миру.